Турбины крутятся, лайки мутятся. Всем привет! Это вторая завершающая серия о постройке гражданского самолета Aerobus A350 000 от звезды. В случае, если вы не видели первую часть, то сначала посмотрите ее. Ссылка будет здесь и в описании. А сегодня я расскажу о процессе покраски этой огромной модели. Приятного просмотра! Качество проработки и количество деталей для сборки двигателей радует. Все узлы изготовлены с учетом особенностей конструкции, и проблем с окраской не возникнет. Собираю независимые узлы и обрабатываю швы склейки. Задуваю воздухозаборник грунтом, чтобы проверить шов на наличие дефектов в обработке. И на огромное удивление получилось с первого раза идеально их зашлифовать, чего раньше у меня никогда не получалось, всегда подолгу возился с ними. На прототипе воздухозаборник выкрашен в 3 цвета, и главная его особенность – сотообразный рисунок, который со стороны больше похож на монотонный серебристый или даже черный. Из печального части вентилятора плохо стыкуются, группируясь по 2 лопатки, образовывая пробелы. А если их насильно повернуть, передняя часть вентилятора выскакивает из плоскости. Единственное решение – подпилить каждую прорезь в обтекателе. Обтекатель вентилятора называется кок, его нужно окрасить в черный. Задуваю лишь его переднюю часть, между лопатками нет смысла окрашивать, после стыковки со второй частью вентилятора этого пробела не будет видно. Далее помещаю этот узел в гондолу и продолжаю сборку. Перед шлифовкой маскирую все окрашенные элементы, чтобы не запачкать их пылью и в будущем краской. И первый вопрос к производителю травления, почему в наборе только 2 киля, если необходимо 4. Поэтому буду устанавливать родные из пластика. Остроконечная пипка имеет голубой отлив. Если верить информации на этой картинке, этот цвет соответствует температуре закалки стали в 310 градусов.
Если кто может дать экспертное мнение по этому поводу, буду признателен. Чтобы сымитировать подобный отлив, сперва задуваю ее самым светлым из доступных металликов и поверх наношу голубой лак. По итогу получилась блестящая пипка голубого цвета, прям как на прототипе. Оболочку турбины низкого давления выкрашиваю в цвет вороненной стали. На гондоле двигателя, согласно прототипа, задуваю в серебро 2 люка и основание обтекателя пилона. После сборки Boeing 737 мне очень понравилось полировать глянец, поэтому ни на одном из элементов этой модели я не устанавливаю мелкую деталировку, которая препятствует этому процессу. Все эти детали окрашиваю отдельно и устанавливаю уже в самом конце, то есть после полировки. Такой подход к сборке моделей можно встретить нечасто, и он определенно имеет ряд недостатков. Мне же нравится именно такая последовательность в сборке и окраске моделей гражданской авиации. После полировки поверхность лака становится буквально объемной, словно покрыта керамической глазурью. На детали после полировки отчетливо видно другую форму бликов и изменение цвета. Да, это действительно так. Поверхность начинает отражать окружающие элементы и буквально меняет свой цвет в зависимости от окружения. Эффект хамелеона, никак иначе. Это хорошо видно на белом цвете гондолы. После полировки собираю воедино все детали, аккуратно, так чтобы ничего не заляпать клеем. Не знаю, это либо звезда заморочилась и сымитировала линии на покрышках, либо это просто случайность. Но это есть, и это круто. Максимально незаметно, но круто. Хотел с вами обсудить тему окраски мелких деталей, не отделяя их от литника. В последнее время начал это замечать слишком часто, и даже у профессиональных моделистов. Я искренне не понимаю, как можно красить детали на литнике. Может, кто-то из вас владеет этим мастерством и поведает тайну? Дефект смещения половинок пресс-форм удаляю в 2 подхода. Ступеньку убираю надфилем. После такой обработки колесо становится угловатым, что легко исправляется шлифовкой. Я как-то купил за $2 2 десятка одноразовых кистей из Китая и сохранил от них рукояти. Ссылка на кисти будет в описании под видео. По счастливому случаю в этот раз они стали полезны. Колесо идеально подходит по диаметру, что сделает процесс окраски максимально удобным. Для маскировки диска использую покупные маски, которые идут в одном комплекте вместе с иллюминаторами. В качестве эксперимента решил приобрести краску с готовым оттенком резина, который значительно отличается от чисто черного. Я боялся, что покрышки будут слишком серыми и выбиваться из общей картины. Но нет, точное попадание. Жалею, что только сейчас открыл для себя эту краску. Советую. Стабилизатор состоит из 3 частей. Отдельная деталь руля высоты дает возможность установить его под углом, что будет уместно для варианта модели на подставке. При стыковке этих половинок образовался большой перепад, который счесываю надфилем и шпаклюю. После грунтую, шлифую поверхность и восстанавливаю расшивку.
Окраска модели столь больших размеров еще то удовольствие. У меня на это ушло целых 2 дня и 2 банки белой краски. Выкрашиваю без переливов, многократными тонкими слоями. В результате получилась идеально глянцевая поверхность с незамыленной расшивкой и равномерным белым цветом. Крыло окрашиваю отдельно от фюзеляжа. К счастью, конструкция модели позволяет это сделать. Хочу акцентировать внимание, что предкрылки окрашиваются не по линии расшивки, как указано в инструкции, а лишь частично. Чтобы получить реалистичный алюминий, окрашиваю их в следующей последовательности. Это серия красок, которые необходимо полировать. Делаю это, не снимая маски. При полировке выделяется пигмент металлика, и он с легкостью окрасит соседние участки. По итогу получается алюминий близкий к хрому, и чтобы его замотовать согласно прототипа, покрываю его слоем глянцевого лака, который приглушает краску, делая ее матово-глянцевой. По-другому не знаю, как это назвать. Результат топовый, мне нравится. После покрываю модель глянцевым лаком и приступаю к поклейке декалей. Декали тонкие, и с ними нужно работать предельно аккуратно. Приваривая вторую часть, не рассчитал усилия, и ватная палочка порвала декаль. Чтобы собрать этот пазл, в первую очередь помещаю остатки в воду, в которой декаль распрямляется, и можно понять, куда и как ее лепить. О стыковке четвертой декали я молчу. Она спроектирована от балды и вообще никак не стыкуется с ответным рисунком. К счастью, производитель укомплектовал набор запасными элементами, которые спасают эту безнадежную ситуацию. Постепенно начинаю заклеивать все огрехи и неточности. После просушки все эти латки приварятся и будут едва ли различимы, а после слоя глянца и вовсе станут незаметны. Клеевой слой масок очень сильный, и подрывать их пинцетом очень тяжело. Высока вероятность поцарапать иллюминатор, поэтому поддеваю их ножом и только потом снимаю пинцетом. После демонтажа масок необходимо зачистить наплыв краски по контуру иллюминаторов.
Кольца иллюминаторов стыкуются идеально, без смещений. Респект производителю. Просушиваю декали несколько часов и покрываю их финальным слоем лака, который полирую клаптиком кожи с минимальным количеством финишной томиевской пасты. В этот раз у меня получилось настолько тонко отполировать модель, что ее поверхность стала близкой к идеальной. Для выделения расшивки на крыле и стабилизаторе смешиваю масляные краски с White Spirit. Наконец-то можно приступить к установке мелких деталей. И здесь возник очередной вопрос к производителю травления. В инструкции они предлагают с этой стороны установить 4 элемента, в то время как на прототипе их 3, а на верхней части они вообще ничего не говорят устанавливать, хотя набор травления укомплектован с учетом этих деталей. Я не могу понять, как такое возможно. Ведь набор травления по своей сути должен исправлять все косяки изначальной модели и дополнять ее деталировку. А это травление наоборот увеличивает количество косяков. Поэтому всегда сравнивайте инструкцию с реальными фотографиями прототипа. Модель в сборе оказалась настолько огромной, что пришлось снимать на широкоугольный объектив, чего я ранее никогда еще не делал. Соединяю крыло, приклеиваю последнюю декаль и модель готова. Эта модель в сочетании с родной декалью выглядит безупречно. Качество литников этого набора на твердую 5 с минусом. При сборке возникают некоторые трудности при стыковке остекления кабины пилотов, вентиляторов двигателя и завсегдатая дурацкая конструкция крыла вкладыша, которая приносит много мороки. В остальном модель дарит исключительно позитивные эмоции. Огромные размеры модели в сочетании с мелкой деталировкой фототравления, яркими декалями и отполированным лаком вызывают желание снова и снова разглядывать этот самолет. Надеюсь, эта серия видео была полезна для вас. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Впереди еще много интересных проектов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. До скорых встреч!